Привет, друзья! По многочисленным вашим просьбам сегодня будет продолжение дегустации самой дешевой еды из супермаркета «Пятерочка». Продается эта еда под торговой маркой «Красная цена». Ну что ж, давайте выясним, что же скрывается за низкой ценой. Друзья, если вы хотите оказать помощь в развитии канала, то можете перевести мне донат через сервис Donation Alerts. Этот сервис позволяет прикрепить личное сообщение, и всех, кто мне задонатит, я покажу в своем следующем видео. Ссылка в описании. Горбуша натуральная, масса 240 грамм, а вот масса основного продукта 121 грамм. Получается, что половина в этой баночке это вода. В составе только лишь одна горбуша и соль. Тогда мне непонятно, откуда же взялось столько воды. Горбуша натуральная, стоимость 86 рублей 49 копеек. Адрес производства – город Москва. После открытия баночки мы видим, что здесь одна сплошная вода, кусочков рыбы вообще не видно. Для сравнения, я еще купил горбушу, которая стоит в 2 раза дороже, это Доброфлот. Изготовлены эти консервы в Приморском крае, город Находка. Открывать эту банку удобнее, так как есть ключ. Ну и как мы видим, внешний вид здесь очень сильно отличается. Здесь видна сразу же рыба, то что вот кусочки крупные, а здесь видна одна сплошная вода. То есть уже визуально заметна разница в качестве. Сейчас я солью отсюда воду и посмотрим, сколько там рыбы. Ну и как мы видим, разница в количестве рыбы очень большая. Здесь всего лишь 2 кусочка, а здесь 3 крупных кусочка. В запахе тоже чувствуется большая разница. Здесь горбуша пахнет действительно рыбой, а здесь рыба пахнет железной банкой. И причем запах этой железной банки, он неприятный. И возможно, что и сама рыба была не очень свежая. А здесь сразу же чувствуется, что рыба была хорошей свежести. И еще вот что очень странно я заметил, в составе и здесь была только лишь рыба и соль. Но как мы видели в этой баночке огромное количество воды, а в этой баночке воды совсем чуть-чуть. Причем это не вода, это скорее всего, что собственный сок этой рыбы, который из нее выделился при температурной обработке. Так что я думаю, что производитель вот этой вот горбуши, он все-таки врет, и сюда была дополнительно еще добавлена вода. Но в составе этого почему-то не указали. Попробовал эту горбушу, и по вкусу она среднего качества. Она вполне съедобная. Бывает, иногда купишь дешевую горбушу, и она абсолютно несъедобная, невкусная. Но это по вкусу еще ничего. Но вот запах все равно у нее не особо приятный. Теперь я попробую горбушу подороже. Разница во вкусе колоссальная. Здесь чувствуется, что свежая вкусная рыбка, очень приятная на вкус она и очень нежная. А здесь она какая-то еще и грубоватая, то есть нету такого ощущения, что прям вот тает во рту. А здесь вот эта рыбка прям во рту тает. Да и к тому же, если сравнить количество рыбы, здесь, хотя цена в 2 раза и дороже, но здесь и рыбы получается в 2 раза больше. А здесь цена дешевая, а рыбы в 2 раза меньше, да и к тому же еще и качество хуже. Поэтому, по сути дела, вот эта вот дешевая, так сказать в кавычках, дешевая горбуша, она стоит дороже, чем вот эта вот качественная, дорогая. Потому что здесь ее меньше и качество хуже. А здесь ее в 2 раза больше и качество, раза в 3 точно лучше. Поэтому покупать вот такую дешевую смысла нету, это никакая не экономия. Сосиски сочные. Масса 300 грамм. Сосиски эти категории Б. В составе свинина, филе куриной грудки и мясо птицы механической обвалки. Ну и как в любых колбасных изделиях, здесь еще куча различных других добавок. Сосиски сочные, стоимость 69 рублей 99 копеек. Адрес производства Республика Мордовия, поселок Тарбеево. По разрезу и по своей структуре эти сосиски смотрятся неплохо. И пахнут они не совсем уж отвратительно. В общем, я бы даже сказал, что немножечко приятного есть в этом запахе. Попробовал и по вкусу могу сказать, что я думал, что будет гораздо хуже. Для своей цены в 70 рублей качество неплохое. Потому что иногда можно купить сосиски подороже, а у них будет качество не лучше, чем вот это. Действительно чувствуется, что тут есть и мясо, его, конечно, немного, но и в других сосисках, пусть они даже и дороже, там тоже нету какого-то ощущения, что вот уж очень много мяса. Вкус у них, конечно же, не супер хороший, не супер мясной, но тем не менее они вполне съедобные. Вот я их покушал, а я к сосискам отношусь очень требовательно, я люблю только какие-то качественные. И вот эти сосиски мне выплюнуть не захотелось. Качество, я бы даже сказал, наверное, очень громко, то что качество все-таки достойно этих сосисок для своей цены. Творог обезжиренный, масса 180 грамм. Массовая доля жира менее чем 1,8%. В составе пастеризованное обезжиренное молоко и закваска.
Творог обезжиренный, стоимость 35 рублей 99 копеек. Адрес производства Калужская область, деревня Кривская. По составу этот творог полностью натуральный, сейчас попробую его на вкус. Попробовал, по вкусу мне все понравилось, отличный творог, он имеет хорошую зернистую структуру и также чувствуется, что действительно натуральный состав. Так что, в общем, несмотря на то, что цена невысокая, качество очень хорошее, мне понравилось. Килька в томатном соусе. Масса 240 грамм. Масса основного продукта 156 грамм. Получается, что почти 100 грамм это жидкость. Килька здесь черноморская неразделанная. Состав полностью натуральный. Килька черноморская, стоимость 32 рубля 49 копеек. Изготовлена в городе Рязань. Ну и вот такое месиво мы видим внутри. Рыба здесь даже не целиковая, а такое ощущение, что какие-то обрезки. Головы валяются, хвосты. Да и у томатного соуса цвет какой-то слишком бледный. В общем, томатной пасты сюда не доложили. Попробовал эту кильку и вкус отвратительный. Даже вот у этого томатного соуса вкус какой-то неприятный. Чувствуется очень сильный металлический привкус. Видимо, напиталась от этой банки. Сама же килька здесь супер мелкая. Она какая-то жесткая и она горчит. В общем, явно рыба была не первой свежести. По моему мнению, эта килька даже не стоит своих денег, потому что есть ее вообще невозможно. Вермишель быстрого приготовления с куриным бульоном. Масса нетто 60 грамм. Состав, как и у любой другой лапши быстрого приготовления, очень длинный. Особенно он очень длинный у приправы. В этом составе всегда присутствуют различные добавки. Какие-то хорошие, какие-то не очень хорошие. Смысл в том, что состав не полностью натуральный. Здесь очень много всяких химических компонентов. Вермишель быстрого приготовления, стоимость 9 рублей 99 копеек. Адрес производства Владимирская область, город Лакинск. В комплекте еще 2 пакетика есть. Здесь куриный бульон, а здесь приправы. Сама лапша выглядит как дешевенькая, она дешевенькая есть. Если взять, например, тот же доширак, он смотрится более красиво, лапша более светлая. Залили кипятком, накрываем крышкой и оставляем на 5 минут. Прошло 5 минут, вермишель очень хорошо заварилась и теперь нужно еще все перемешать. Воды, наверное, можно было бы налить и побольше, потому что куриного бульончика здесь не супер много. Попробовал эту лапшу, и если сравнивать с дошираком, доширак стоит подороже, то доширак, конечно же, будет вкуснее. Да и на внешний вид доширак смотрится приятнее. Ну и эта лапша тоже мне понравилась по вкусу, да и куриный бульон мне понравился. С приправами здесь не переборщили с остротой, эта лапша абсолютно не острая. И соли даже немного, в общем вкус какой-то не супер соленый. Если бы я налил воды бы побольше, то возможно пришлось бы еще и соли добавлять. Так что я могу сказать, что для своей цены качество очень даже хорошее. В общем, мне все понравилось и этой лапшой я доволен. Блинчики с мясом. Масса 420 грамм. Это полуфабрикат мясосодержащий в тесте категории Г. То, что это категория Г и начинается на такую букву, это уже смущает. Надеюсь, эти блинчики окажутся неполным Г. Из мяса здесь говядина и также мясо птицы. Что удивительно, нету мяса птицы механической обвалки. Также еще очень много различных добавок. Состав, конечно же, не такой, как у домашних блинчиков с мясом. Но, тем не менее, он не такой уж и плохой. Я думал, что состав будет гораздо хуже. Блинчики с мясом. Стоимость 95 рублей 99 копеек. Адрес производства Московская область, город Бронницы. Продаются эти блины в замороженном виде, и на внешний вид они смотрятся неплохо. Эти блины уже готовые, и их нужно только лишь разогреть. Разогрел один блинчик. Сейчас разрежу и давайте посмотрим, что у него будет внутри. А внутри мы видим, что начинки не так уж и мало. Я думал, что ее будет вообще даже и незаметно. Очень хорошо заметны вкрапления черного перца. По запаху этот фарш пахнет не особо приятно. Запах немножечко похож на какой-то дешевый паштет. Попробовал эти блинчики. Тесто мне понравилось, тесто хорошее. А вот начинка уж очень перченая. Во вкусе чувствуется только лишь один перец. Я даже не смог понять, что здесь за фарш такой. Есть там мясо или нет, но вроде бы как бы есть. Но также чувствуется, что там есть еще и костная мука. То есть здесь не куриное мясо, как было написано, а все-таки мне кажется, что здесь мясо птицы механической обвалки. Ну а если же в фарш добавляют очень много перца, то сразу же возникают сомнения, а не было ли это мясо, из которого делали фарш, каким-то не очень качественным, возможно не очень и свежим.
К тесту, в общем, у меня никаких претензий нету, тесто хорошее, а фарш какой-то уж очень подозрительный. Такие блинчики можно есть только лишь на свой страх и риск, потому что не знаешь, какой эффект от этого может быть. Все-таки же это категория Г, и по вкусу действительно это категория Г. Молоко жирностью 9,5%. Хотя такая жирность, что это даже и не молоко, а скорее сливки. В составе молоко нормализованное. Изготовлено в Белгородской области, город Старый Оскол. Стоимость молока 34 рубля 99 копеек. Объем здесь 200 мл. Попробовал, и по вкусу это действительно не молоко, а сливки. Не знаю, правда, по цене, дешево это или нет. Вот, по-моему, сливки 10%, они где-то в этом районе и стоят. Не знаю точно, в общем, по цене, если вы покупали вот сливки 10%, сколько там примерно стоит вот пачка 200 мл. Напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я уже давно не покупал, не знаю точно, сколько они должны стоить. Потому что если бы, вот, например, обычное молоко было, допустим, 2,5%, то это, конечно же, дороговато. А вот такое молоко, которое практически как сливки, возможно, это и дешево. Претензий ко вкусу и качеству нету, но единственный вопрос только в цене. Так что жду от вас комментариев, как вы считаете, дорого это или нет. Паштет из гусиной печени. Масса 315 грамм. В составе, конечно же, не одна гусиная печень, здесь еще множество других компонентов. Но в целом состав не очень плохой, бывает гораздо хуже. Паштет деликатесный, стоимость 49 рублей 99 копеек. Адрес производства Новгородская область, город Старая Русса. Открыл этот паштетик, и сразу, что мне понравилось, это приятный запах. Иногда бывает какой-нибудь дешевый, откроешь паштет, и вообще у него запах отвратительный. Консистенция не особо густая. Вкус этого паштета очень пряный. Даже особо и не ощущается вкуса печени. В основном какие-то специи чувствуются. Не сказал бы, что этот паштет какой-то неприятный, его хочется сразу же выплюнуть. Но вот вкуса именно вот печеночного паштета здесь практически не чувствуется. Здесь чувствуется, что в составе очень много других компонентов. И печени настоящей гусиной здесь не так уж и много. Я думаю, что любители паштета такой бы есть не стали. Печенье Мария в упаковке 300 грамм. Состав этого печенья вполне обычный. В качестве кондитерского жира здесь используется растительное масло. Но и в другом печенье Марии, которое более дорогое, там такое же точно масло используется. Печенье Мария, стоимость 38 рублей 49 копеек. Адрес производства Тюменская область, город Ялуторовск. На внешний вид обычное печенье Мария, только иногда оно бывает чуть поменьше в диаметре. Это довольно-таки крупное печенье. Оно рассыпчатое, но не особо. Попробовал, и по вкусу это печенье мне понравилось. Оно не приторное, с сахаром здесь не переборщили, поэтому мне это печенье и нравится. Его очень приятненько кушать, запивая молочком. Несмотря на то, что у этого печенья невысокая цена, но качество тем не менее хорошее. Потому что даже если купить печенье Мария подороже, то там и состав будет примерно такой же, и по вкусу оно будет ничуть не лучше. Так что в данном случае переплачивать большого смысла нету. Мороженое ванильное. Написано, что это мороженое без растительных жиров. Изготовлено по ГОСТу. Но так как это не сливочный пломбир, то в составе есть еще и вода. Есть сухое обезжиренное молоко. Состав, конечно, не супер плохой, но и не супер хороший. Ну а здесь даже и не сливки, здесь даже и не молоко, потому что оно сухое. То есть, по сути дела, это молоко восстановленное. Не знаю, в общем, почему такая странная технология. Стоимость мороженого 22 рубля 49 копеек. Адрес производства Ленинградская область, город Волхов. Внешне мороженое смотрится хорошо, стаканчик вафельный качественный. Но только что вот здесь, может быть, горочки нету, но масса 70 грамм, думаю, здесь 70 грамм и должно быть. Мороженое мягкое, режется легко. В общем, не как какая-то льдина, очень мягкое мороженое. Попробовал это мороженое, и вроде как бы по составу оно без заменителя молочного жира, но по вкусу почему-то все равно оно очень похоже вот на дешевое мороженое, которое идет с заменителем молочного жира. Все равно есть какой-то вот привкус, которого нету в настоящем сливочном пломбире. Вкус, конечно, нормальный, есть его можно, но я думаю, что тот, кто хочет сэкономить, может смело покупать это мороженое, ничего в нем плохого нету. Ну а если вы цените и любите настоящий сливочный пломбир, то, конечно же, вам такое мороженое не понравится. Друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!